Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня готовлю финский торт «Мечта». Рецепт очень старенький, из старой кулинарной книги Иды Сави. Книжка очень неплохая, там рецепты простые и вкусные. Кстати говоря, на канале есть и другие рецепты из этой книги. Торт по рецепту Иды получается нежным, вкусным. В его составе бисквит, который печется без муки, только на картофельном крахмале, и сливочно-кофейный крем. Готовится совершенно несложно. Давайте приготовим. Для бисквита нам понадобится 130 грамм картофельного крахмала, 5 средних куриных яиц, 40 грамм какао-порошка, 200 грамм сахара и 5 грамм разрыхлителя для теста. Смешиваем картофельный крахмал, разрыхлитель, какао-порошок, а затем просеиваем. Куриные яйца разделяем на белки и желтки. Взбиваем белки с 2-3 столовыми ложками сахара. Сахар берем из общей нормы. Сначала взбиваем белки без сахара, а когда белки увеличатся в объеме, забьются до мягких пиков, будем постепенно добавлять сахар. И взбиваем до устойчивых пиков. В отдельной емкости взбиваем желтки с оставшимся сахаром. Сахар добавляем не сразу. Прежде чем его добавлять, сначала слегка взбиваем желтки, затем постепенно добавляем сахар и взбиваем светлую воздушную массу. Желтки должны побелеть, увеличиться в объеме и стекать с лопастей миксера ленточкой. След от желтков не должен стекаться сразу, он должен оставаться видимым в течение нескольких секунд. Аккуратно смешиваем желтки и белки. Взбитые белки частями добавляем в желтки. Вмешиваем желтки примерно так же, как мы замешиваем бисквитное тесто, лопаточкой, аккуратными складывающими движениями, двигаясь снизу вверх от краев к центру. И в последнюю очередь вмешиваем в тесто смесь картофельного крахмала и какао-порошка. В книжке рекомендовалось попеременно вмешивать желтки, взбитые белки и картофельный крахмал. Но мне удобнее сначала вмешать белки, а затем уже картофельный крахмал. Вы можете поступать так, как удобно вам. Картофельный крахмал с какао-порошком также вмешиваем аккуратными складывающими движениями, лопаточкой, снизу вверх от краев к центру. Вот такое оно получается по густоте. На мой взгляд, как обычное бисквитное тесто. Выпекать бисквит я буду в разъемной форме для тортов диаметром 24 см. Низ формы я застелила бумагой для выпечки, борта ничем не смазывала. Выливаем бисквитное тесто. Форму можно несколько раз прокрутить, чтобы бисквит был ровнее. Выпекаем бисквит предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия духовки. Печется бисквит примерно 45-50 минут. Готовность определяем либо легким надавливанием на середину, палец не должен проваливаться, либо при помощи деревянной палочки. Из центра бисквита она должна выходить чистой, без следов теста. Свежеиспеченный бисквит прямо в форме ставим на решетку и даем остыть. Когда бисквит остынет, его можно будет вырезать из формы. Тонким ножом проходимся вдоль стенок формы и аккуратно ее снимаем. Вот такой легкий, воздушный и довольно высокий бисквит получается в результате. Разрезать бисквит желательно не ранее, чем через 3-4 часа после выпечки. Можно дать бисквиту выстояться и более длительное время. Вот такой он легкий, пористый на разрезе. Я бисквит разрезала на 3 коржа. Но я думаю, что его можно разрезать и на 4, поэтому на ваше усмотрение. Пропитывать коржи мы будем сладким крепким кофе. Кофе обязательно должен быть холодным. А все остальное на ваше усмотрение. Крепость кофе,
какой кофе взять, растворимый либо сваренный, сколько сахара класть. При желании в кофе можно добавить немного коньяка, либо кофейного ликера. Количество пропитки также на ваше усмотрение. Я взяла примерно 100 мл. Для крема нам понадобится 250 мл жирных сливок для взбивания. Я обычно беру 35% сливки. 150 мл крепкого холодного кофе. Крепость кофе, а также взять ли растворимый кофе, либо сваренный на ваше усмотрение. 30 грамм сахарной пудры и 7 грамм быстро растворимого желатина. Желатин всыпаем в холодный кофе и оставляем на некоторое время набухнуть. Затем аккуратно прогреваем, чтобы желатин полностью растворился. Напомню, что желатин нельзя доводить до кипения, иначе он может потерять свою силу. Обычно рекомендуется нагревать не выше 60 градусов Цельсия. И процеживаем. Даем желатиновому раствору полностью остыть до комнатной температуры. Достаем из холодильника сливки. Напомню, что взбиваются только очень жирные и очень холодные сливки, поэтому до того момента, когда вы начнете с ними работать, они должны быть обязательно в холодильнике. Постепенно всыпаем сахарную пудру и взбиваем до устойчивого состояния. Очень желательно сливки не перебить, они должны хорошо держать форму, но при этом остаться мягкими. В взбитые сливки аккуратно вмешиваем желатиновый раствор. Я буду вмешивать при помощи миксера, но очень бережно и аккуратно. Миксер буду включать пульсами, буквально включила-выключила. И на самых малых оборотах. Вот такой по густоте получается крем. Он очень легкий, воздушный и очень кофейный. Собирать торт я буду в кондитерском кольце, поскольку крем мягкий. Если у вас нет кондитерского кольца, то вы можете поставить крем ненадолго в холодильник, чтобы он стал немного гуще. И тогда можно вполне обойтись без кольца. Корж хорошо пропитываем холодным сладким кофе. Выкладываем примерно половину всего подготовленного крема, разравниваем. Выкладываем второй корж. Его также пропитываем. Кладем вторую половину крема. Пропитываем третий, последний корж. Выкладываем сверху, подравниваем. И убираем торт на несколько часов в холодильник. Торт должен хорошо охладиться, крем стабилизироваться, стать плотным. Тонким ножом проходимся вдоль стенок формы и ее снимаем. Украшаем торт взбитыми сливками. По рецепту их нужно полстакана, то есть примерно 125 мл. Я возьму 200 мл. При желании в сливки можно добавить немного сахарной пудры. Я добавила буквально столовую ложку. Сливки взбиваем до устойчивого состояния. Примерно 2/3 всех сливок я переложу в кондитерский мешок. У меня зубчатая насадка. Оставшимися сливками смазываем борта торта. Разравниваем. Бока торта я украшу рубленым шоколадом. Сверху отсажу сливки. Центр торта также просыплю рубленым шоколадом. А сливки украшу зернами кофе. И наш торт готов. Он получается очень нежным, легким и очень кофейным. Вот так, наверное, выглядит мечта по-фински. Итак, наш торт готов, и мне остается пожелать вам приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится.
Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.